Привет, друзья! Сегодня мы снова с планинарским клубом «Железничар». Наш путь лежит на Старую Планину, через Белополанку и Пирот, границы Болгарии. Выезжаем из Ниша в 5 утра, с небольшой остановкой в Пироте доезжаем до села Рассамач, расстояние от Ниша 100 километров, в дороге почти 3 часа. Уже здесь, на начальной точке маршрута, мы на высоте 850 метров. Нам предстоит добраться до 1673 метра. Это вершина Тупанец-2. И спускаемся в Еловичко в Рело. Подъем небольшой, но общая длина маршрута 23 километра. Что нас здесь ждет? Умопомрачительные просторы, горный воздух, дары природы, сюрпризы погоды и уникальные кадры, доступные немногим. Смотрите до конца. Вперед! В селе Рассамач находится церковь Святой Параскевы. Она была построена в 1868 году. Вся каменная, колокольня стоит отдельно. Она является и колокольней, и центральными вратами. Она как знак, от нее мы движемся налево. Перед нашими глазами предстает Рассамачский верх, высота 1236 метров. Выглядит впечатляюще. Как-нибудь в другой раз побываем здесь. Подъем сюда не труден. Перепад всего 400 метров и всего лишь 2,5 километра пути. Честно говоря, чем больше я углубляюсь в изучение этой местности, тем больше понимаю, как много здесь потрясающих мест, которые хочется посмотреть. Просто стоит крест в поле, доподлинно установить мне, что за крест, не удалось. Но по фотографиям в интернете я нашла, что такие же кресты стоят в разных селах. Как охраняющий знак есть возле села Горний Криводол, Донний Криводол, Осмаково, что также недалеко от границы Болгарии. Удивительно, рядом нет ни кладбища, ни церкви, а на самом кресте видны какие-то рисунки или надписи. Передохнув, мы двигаемся дальше. Впереди захватывающие просторы. Когда мы прошли Тупанец-1, на нас начал спускаться туман, либо мы стали в него заходить. Выглядело это будоражаще. Он прямо окутал нас своей прохладой и влагой. Пока мы наслаждались витаминами, совершенно незаметно подошли к вершине. Совершив все памятные ритуалы, как ежики в тумане, отправляемся в обратный путь.
Жаль, что виды с этой вершины остались для нас загадкой, покрыты туманом. Но есть повод еще раз здесь побывать. На обратном пути нас поджидали еще сюрпризы погоды. Засветились молнии, загромыхал гром и пошел дождь. Он закончился, когда мы подошли к Росомачке вверх, и нам удалось полюбоваться другой стороной этой горы. Мы спускаемся к нашей конечной точке маршрута на высоте 730 метров. Это Еловичка Врело. Известное место для пикника, ресторанчиками, где можно отведать отменную речную форель и не только. Еловичка Врело – один из карстовых источников Восточной Сербии с глубокими отложениями карстовых каналов. У подножья горы Видлич лежит котловина Пирот, впадина, заполненная неогеновыми отложениями, на краю которой возникает большое количество карстовых источников, в том числе и этот. Исследования выявили канал длиной 118 метров, на входе 2,5 метра, после него идет зал шириной 15 метров и высотой 2,8 метров. Начинается он с глубины от 3 и идет до 10 метров, после чего идет каскад, то есть переход русла в вертикаль на глубину 25 метров. Минимальная производительность источника 80 литров в секунду с одним перерывом в течение года. В августе, когда, как говорят, источник пересыхает, колебания температуры воды 9,5-12 градусов. Эти кадры уникальны. Спасибо, Горан! Смотря на это небольшое озерцо, и не думаешь о том, что самое главное-то там, где-то очень непостижимо глубоко. Вот и финиш. Несмотря на непогоду, прогулка вышла замечательная. Спасибо клубу «Железничар», а также водичам Горану, Драгону, Златко за этот запоминающийся день. Спасибо за просмотр. Пока-пока.